Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. На что она готова ради вас? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и смотрим, в каких энергиях вы пребываете. Ох, как у вас кипит и бурлит любовная энергия. Вы знаете, вот у некоторых может проигрываться, что вы все еще скучаете по бывшей. Это могут быть и чувства, которые еще остались, да? Это может быть какая-то ностальгия, мысли, да? Также это может еще проигрываться, что вы уже смотрите с надеждой в будущее, что вы мечтаете о новой женщине, да? Ну, то есть однозначно вот какая-то любовная энергетика в вас кипит, бурлит. Очень вам хочется пару. Для вас вот пара, иметь любимую женщину, это ну как бы жизненно необходимо. Причем, знаете, вот может проигрываться так, что вы даже стараетесь как-то то ли работу даже более выгодную, может быть, найти, либо брать подработку какую-то, ну, тянуть больше, чтобы иметь возможность, да, вот в женщину вкладываться. Даже если это в будущее будет женщина, но вы уже на перспективу, вы понимаете, что для этого нужны будут деньги. Вы человек такой, знаете, ну, в принципе, вы очень умеете управлять людьми. Причем, ну, это некоторая такая вот манипуляция, я бы назвала. Вот у вас есть такая способность, что вы, в принципе, можете и другими манипулировать, если вам это нужно. Но в то же время вы и сами поддаетесь манипуляциям. Особенно это касается женщин. Женщины вами вообще манипулируют на раз-два просто. Так, что еще у вас? Новый жизненный этап. Абсолютно кардинально поменялась ваша жизнь. Это может начаться от элементарных каких-то малейших вещей. Это начиная от режима дня. Перемена может быть места жительства, места работы, перемена в личной жизни. Допустим, жили в семье, сейчас стали жить один. Ну, то есть полностью, как будто на 180 градусов развернулась ваша жизнь. Причем это такие перемены довольно болезненные. И знаете, вот они, в принципе, у вас судьбоносные, эти перемены. Так должно было произойти вот то, что произошло в вашей жизни. Вот эти вот все ссоры, конфликты. У вас, вот я бы сказала, последнее время, может быть, вот если это касается, допустим, женщины, да, вот как будто противоборство шло. Кто главней, кто больше заработал, вот эти постоянные придирки, какие-то, ну, я не знаю, проявления, выяснения отношений, да, и плюс у вас проигрывается, что у вас была измена. Как это печально не звучит, но все-таки из-за измены именно и вот эти вот кардинальные перемены. То есть вы сейчас начинаете новый жизненный этап, но уже, скорее всего, это без женщины. Отсюда у вас идет вот как-то надежда на новую женщину. Так, давайте-ка посмотрим теперь, какая же женщина пришла к нам сегодня на расклад. Что же это за женщина появится? Ух ты! Это будет женщина, с которой начнется вот любовный роман. Любовный роман, ну, опять же, это будет, знаете, буря страстей, буря переживаний. Скорее всего, брюнетка проигрывается. Ухоженная, красивая. Она может выглядеть не на свой возраст. Она может, знаете, вот такие женщины, они, ну, убивают взглядом, как говорят, да. Вот она настолько уверена в себе. Вот она вот как-то держит себя по-королевски, реально. Вот настолько человек в себе уверен. Она знает, чего она хочет. Она, ну, четко она идет к своей цели. Она очень целеустремленный человек. Сначала у вас начнется с ней бурный роман. Причем вы начнете ломать голову, потому что вы поймете, что вы начинаете влюбляться в нее. Если
Поначалу вам будет казаться, что да, это так, небольшая интрижка, да, может быть, там романчик с красивой женщиной, но чем больше вы будете с ней общаться, тем больше вы начнете в нее влюбляться, я вам скажу. И это даже как-то вас немножечко огорчит, потому что вы понимаете, что вы такую женщину можете не потянуть, у вас снова возникнут куча разных сомнений, да, вот, как будто вот вы будете отбиваться, да, вроде бы и нравится, но что же я буду делать, я же ее не потяну, да. Вот эти вот все мужские страхи, которые очень часто у мужчин проявляются. Вы даже какую-то, ну, я не знаю, такую вот загоните себя, ну не то, что депрессуху там загоните, да, ну, какое-то настроение у вас будет упадническое. Вроде бы, с одной стороны, хорошо, все, отношения, роман, но как-то вы не рассчитывали на отношения с такой вот женщиной, которую нужно реально и содержать, которая любит и одеваться, и ухаживать за собой. Вы прекрасно понимаете, что это все стоит денег, и не маленьких денег. Поэтому вы даже на какой-то период, кстати, можете отстраниться от этих отношений, либо же редко будете встречаться с ней, да, реже звонить, ну, под разными предлогами, там, допустим, занят, заболел или еще что-то, потому что вам нужно будет реально разобраться с собой. Так. Да, вот будет такое настроение, да, вот когда вы отстранитесь, вот вы будете думать, вот уйти или остаться, вот у вас смятение будет какое-то. С одной стороны, вот вы хотите быть, да, вот она вас устраивает и в интиме, и внешне, и во всем она вас устраивает. Но вот эти страхи вам не дают покоя. Несмотря на то, что вы вот сильный мужчина, да, вот вы не слабак, вы сильный волевой мужчина. Но вот эти страхи вам какой-то период будут выносить мозг. Сами себе будете себе выносить. Причем, смотрите, женщины вокруг вас крутятся. Я не могу сказать, что у вас есть какие-то проблемы с женщинами, да? Вот вы отстранитесь. Давайте-ка посмотрим, вот на что же она будет готова ради вас. Вот она будет вообще что-то делать ради вас или нет. Так. Будет, конечно. Смотрите, она очень решительно начнет действовать. Вот вы отстранитесь, она начнет как-то беспокоиться. Да, она будет звонить вам, писать, может быть, да, у каждого по-своему. Потому что вот, ну, вы сродни разобьете ей сердце. Потому что эта женщина тоже начнет влюбляться в вас. Вот у вас как-то это все обоюдно будет. И она не поймет, что случилось, почему вы отдаляетесь. Да, это та ситуация, как я вот в некоторых своих видео рассказывала, что мужчины ну, по своей природе отдаляются для того, чтобы решить какую-то свою проблему, да, разобраться в своих чувствах, вообще в том, что делать дальше и так далее. И она очень забеспокоится, что случилось. Она резко начнет как-то проявляться к вам более активно. Она начнет брать ситуацию, ну, как бы под свой контроль, да. Это могут быть и разговоры. Это может быть, когда, допустим, она будет назначать вам свидание. Давай поговорим, что происходит, да, вот почему ты отдаляешься. То есть она не будет сидеть. Почему она не будет сидеть? Здесь уже она начнет сомневаться, что такое. Может быть, она в чем-то виновата, может быть, она что-то не так сделала, причем она может даже начать злиться по этому поводу. Она, в принципе, она считает, что она ничего плохого не сделала, она не виновата. Но вы сами себе будете вот выносить мозг. Вот что и требовалось доказать. Вы будете, знаете, вот миллион вот этих негативных мыслей, накручиваний и так далее. Здесь уже может быть реально кризис, потому что она уже начнет переживать. Готова ли она на что-то ради вас? Ух ты, судьбоносная дама. Смотрите. Вот мы и пришли к тому, с чего мы начинали. Она, в принципе, она готова ради вас, да, вот примчаться, поговорить, вот решить, да. Она не будет сидеть и ждать, когда вы соизволите позвонить. Она намного готова ради вас, эта женщина. Ну, в будущем, да, это мы говорим как бы
Эта ситуация будет в будущем. Она тоже, она тоже влюбится в вас, как я и сказала. То есть это будет обоюдное, но вы как-то вот отдалитесь, она за вами побежит. Вот она не хочет вас терять, вернее, не захочет вас терять. Она не захочет. Она пойдет за вами. Причем, смотрите, ей даже не важно, если у вас не будет достаточно денег, да, вот ее это не испугает, вот абсолютно. Если вы думаете, что вот она красивая, ухоженная, там, да, вот вы будете считать, что ей нужен император, статусный мужчина, но почему-то вы себя не считаете императором, хотя во всех раскладах императором выпадаете вы. В принципе, вы тоже император. Но вы считаете, что не потянете. Она корыстная, да? Нет, она не корыстная. Вот выпало очень четко, что ее не пугает какое-то безденежье, да? Она с вами не из-за денег будет встречаться. Она будет вот готова именно пойти за вами. Вот как, куда вы скажете, она пойдет за вами. Потому что когда человек начинает любить другого человека, то на многое готов. Да? И эта женщина не исключение. Вот какой-то, да, вот у вас кризисный период может быть, когда и вы отстранитесь, и она запутается, она не поймет, да, но она все равно начнет действовать однозначно. Вот какую-то паузу она может выждать, какой-то период, да. Потом она увидит, что вы как бы не суетитесь особо, и она начнет проявляться. Вот как я говорила, да, она резко в одночасье начнет проявляться. И все-таки, как бы там ни было, как бы вы себе мозг не выносили, как бы вы себя не накручивали, все равно вы будете вместе, и это будет ваша взаимная любовь, которая начнется просто с романа. С романа просто, казалось бы, да, с красивой женщиной, когда вы не думали, что это к чему-то приведет. Но, тем не менее, вот видите, у вас будет своего рода испытание. Испытание, которое вас закалит, которое приведет вас к гармонии, к любви. Знаете, очень часто бывает в отношениях такие вот, ну, своего рода, наверное, кризисные моменты, которые не все проходят. Кризисы на самом деле, они полезны ведь в отношениях. Это, знаете, кризисы нам даются для того, чтобы выйти на какой-то новый уровень. Вот этот кризис вам будет дан для того, чтобы вы воссоединились, чтобы вы стали еще ближе, да, чтобы вы оба поняли, что вы не можете друг без друга, что вы любите друг друга и что ваши отношения не на одном интиме построены. Вот знаете, я уже как-то говорила тоже в своих видео, что кризис — это как очередная ступень, но кто-то поднимется на другую ступень, а кто-то упадет и станет на более низкую ступень. Кризис нам дается для того, чтобы отношения либо же завершились, либо же они перейдут на качественно новый уровень. Если люди, допустим, вот какие-то ссоры, там конфликтный период проходят, да, какие-то недопонимания, ну то есть миллион причин может быть, да, проблемы будут у каждого свои. Если люди не проходят кризис, они расстаются, они просто отдаляются. Другие же, наоборот, пытаются как-то поговорить, договориться, да, вот как эта женщина вот из расклада, она будет пытаться поговорить с вами, вытащить. Пусть это сначала будут даже маленькие шаги, звонок, смс, встреча, да. Вроде бы чепуха, но это на самом деле очень много значит. Потому что когда люди разговаривают, решаются многие проблемы, но именно разговаривать по душам, уметь слушать и слышать друг друга. Уметь сказать о своих страхах, уметь сказать о своих желаниях, да? Уметь сказать то, что вам нравится, что не нравится, что вы хотите, что вы не хотите. Но опять-таки важно уметь слушать и слышать друг друга. Поэтому, в принципе, из этого расклада, да, следует то, что именно эта женщина, она спасет ваши отношения. Она будет проявляться больше, чем вы. Когда она увидит, что вы отдаляетесь, она начнет разговаривать, вытягивать вас на разговор.
И вы наконец-то придете к тому, что все-таки вы хотите быть парой, что вы хотите быть не просто любовниками, а хотите быть вместе. Поэтому честь и хвала таким женщинам, которые ничего не боятся, которые наступают на свою гордость. Да? Есть такие мужчины, конечно. Но это очень важно в отношениях уметь разговаривать. Я уже говорила, что это золотое правило психологии. Проговаривать все здесь и сейчас. Не нужно замыкаться в себе. Да, это потребность мужская, но как бы эта потребность иногда может затянуться и на недели, и на месяцы. А далеко не каждая женщина будет ждать и недели, и месяцы, еще и в современном корыстном мире. Я думаю, вы это все прекрасно понимаете. Поэтому нужно ценить таких людей, которые пытаются с вами разговаривать. Вот если человек пытается с вами поговорить, значит, вы нужны ему. Это факт. Потому что если есть безразличие, согласитесь, там уже никто не будет разговаривать ни с кем, там уже по барабану все. Там просто все равно. Как будет, что будет, будь что будет, да? А когда вот вас пытаются вывести, либо же вы пытаетесь вывести на разговор женщину, обсудить о чем-то наболевшем, о чем-то, что вас беспокоит, значит, конечно же, вы не безразличны, либо же вам женщина не безразлична. Это нужно ценить, это нужно поощрять, в принципе. Даже некоторые пары, они вот даже правила себе такие делают. Если возникает какое-то недовольство, какой-то конфликт, садимся и здесь разговариваем, обсуждаем здесь и сейчас, не выходя из комнаты. И все, обсудили, проговорили, что так, что не так. Все, больше нечего копить, никакого недовольства, никаких проблем, да. Вы обсудили, уже не на что обижаться. Но почему-то это не все понимают и далеко не все это делают. Поэтому я вас всех призываю, ребята, на будущее в ваших отношениях всегда пробуйте разговаривать. Если женщина не пойдет на контакт, если будет постоянно ссылаться, что ей некогда, она себя плохо чувствует и еще что-то, ну, думаю, нужно бежать от такой женщины. Понятное дело, что да, все мы живые люди, иногда может и голова болеть, и можно плохо себя чувствовать, но если это первый, второй, пятый, 10 разы человек отказывается с вами поговорить по душам, просто поговорить, это ведь не ссориться, то что можно делать рядом с таким человеком? Ну, наверное, нужно задуматься, насколько вы нужны. Вот как-то так. Такой сегодня довольно психологический расклад у нас получился. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и всем пока!